Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартиуа. Судя по всему, здесь будет отличный контент, потому что есть отличные легендарки, отличные реликвии. 3 раза сказал отличный, но чтобы 100% было понятно, что сегодня будет отличный контент. В общем, какая у меня здесь есть идея? Вот, судя по тому, какие здесь легендарки, то это их две. Либо же это будут боги, драконы, маги, либо же это будет драконы, ведьмаки, Керис Свен со спектрой. Ну, второй вариант мне, конечно, больше нравится, но и первый тоже самый отличный вариант будет. И тут, кстати, есть реликвия Гнездо Мамора, поэтому если, в принципе, ранний котел приходит, то я, естественно, беру этого котла, закидываю в Гнездо Мамора, делаю вот тройку, ставлю драконов, вот эту всю шелуху делаю, нахожу посох третьего тира и просыпаюсь. Ух ты, ёшки. И звенит будильник. И тут я просыпаюсь от того, что я только что наговорил. О всех этих влажных мечтах и фантазиях, потому что если даже я и котла в тройку найду раннего, то посох третьего тира мне вряд ли придет. Ну, короче, будет игра отталкиваться от Гнезда Мамора и от того, что мне будет приходить. В целом, мне бы хотелось реально реализовать это драконы, ведьмаки, Керис Свен через спектру, потому что я давненько не играл на таком билде. Я не знаю, когда последний раз у меня ролик выходил с Керис Свеном и спектрой, но это, по-моему, было настолько давно, что прям, наверное, больше месяца назад, то ли что. Ну, короче, стартовать я, наверное, буду через нежить. Ну, посмотрим сейчас, как будет идти, и, соответственно, возможно, я буду стартовать в действительности через нежить. Кстати, я знаете, что могу сделать? Я сейчас могу взять уровень. В любом случае, сейчас мобы. Сейчас я на следующем раунде получу 5 уровень, и будет вообще шикардос. То есть у меня будет на 4 раунде 5 уровень. И это будет прям реально прекрасно. Прикиньте, на 4... Ай-яй-яй, вот это я обгадился. На 4 раунде у меня не будет 5 уровня, а будет всего лишь... Какой? 4. Вот это да. Не, ну только если я куплю уровень. Ну, короче, обгадился так обгадился, ничего страшного. Немножечко все-таки... Хотя, может быть... Не может быть. Судя по всему, не может быть. А, кстати, а что там, гоблин придет в двоечку? Или это такая разовая акция? 2 гоблина со старта и все, и как бы забыли и проехали. Сделаю, короче, как-то так сейчас. Хотя... Не, ну, если так объективно подумать, то, в принципе... Я возьму молнии. Если так объективно подумать, то, в принципе, у меня все более-менее хорошо сейчас со старта. Во-первых, у меня ранний 5 будет. Ого, там у чела уже 2 двойки. Да, там Акс и Луна, но там самая жесткая это Луна. Ну, о, давайте толпой, гасите ее. Гасите ее толпой, не дайте ей жизни. Красота. Вот это вот я понимаю. Вот это вот так вот и надо эту Луну гасить со старта. Потому что если бы эта Луна немного дольше прожила, она бы весь мой стол вынесла. В двойку Луна это опасная Луна. Ну, как бы, гадалки не хоти. Так, давай гоблина в двойку. Хочу гоблина в двойку. Понял. Понял. Хоти, Саня. Хоти. Слишком много хочешь. Но зато у меня охотники со старта есть. Зато у меня есть охотники со старта. В принципе, у меня даже есть неплохие такие предметы. Я, наверное, даже, знаете, что я стартану через охотников тогда. Вот в таком плане тогда я стартану через охотников. И у меня, кстати, сейчас 5 уровень. Есть небольшая надежда на фиолетовую фигуру. Надеюсь, довольно-таки раннюю. Но, кстати, я так заметил, что с первого раунда мне неплохо идет нежить. Сейчас, короче, еще пару раундов посмотрю. Либо же это будут в действительности охотники, либо же я перестроюсь в нежить. Кстати, есть предложение к своим подписчикам и зрителям и в целом всем. Если 50 лайков соберем под этим роликом, я буду пытаться целенаправленно собрать нежить. Я думаю, довольно-таки интересная, скажем так, интересный челлендж собрать нежить в этом патче. Что думаете? Вот давайте, что вы думаете, отразите лайками. Такой вот байт на лайки, а? Да ничего себе мне нежить идет, алло. Блин. Ну, реально шикарно нежить идет. Давайте стартанем сейчас через нежить. В любом случае, мне будет намного проще перестроиться с нежити в драконов, ведьмаков и Керис Свена со спектрой, нежели вот через охотников. Хотя, на самом деле, и так мне было бы довольно-таки просто перестроиться. Так, вот возьмем уровень. Бэм. Сейчас у меня реально хороший стол. Единственное, что я бы хотел немного других охотников. То есть, мне нужна Муэрта и мне нужен конь. Вот этот конь-визаж.
А, понял. Тут резак в двойку меня сейчас разорвет. Кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Я ни грамма не сомневался, что именно резак в двойку меня разорвет, потому что на него еще и баф гоблинов упал. Похоже, не зря я перестроился. Реально, похоже, не зря я перестроился. Я, кстати, сейчас предметы вот так вот перекину в трексу и... О, колечко могу скипнуть. Я думаю, колечко все-таки скипнуть. Мало ли мне упадет клевер. От клевера бы я не отказался. Клевер это прям то, что доктор прописал, особенно под охотниками. Увеличить себе шанс срабатывания пассивки. Это прям то, что надо. Но вообще я не отказался бы от стартовых фуловых... Ну, от стартовых 6 нежити. Боже, еле выговорил. Еще и клевер. Отлично. Боже, пока что как-то идет прям замечательно. Неплохо. Ой-ой-ой, там чел нашел орка-жреца. Это плохо. Это очень плохо. Не дай бог ему упадет гнездо Мамора. Я, знаете, вот что я заметил, что когда есть в катке гнездо Мамора, я больше опасаюсь орка-жреца, нежели того же лон-друида. Я думаю, всеми так это понятно. Да, даже не только орка-жреца. Ну ладно, из суммонеров я опасаюсь больше орка-жреца, нежели самого лондруида. Потому что у лондруида хотя бы мишка раз в 60 секунд будет появляться, а вот орк-жрец это та падла, которая будет суммонить фигуры в трехзвездочные фигуры. Чё-то как-то, не знаю, я заговариваюсь дико. Походу, значит, будет отличный контент, и раз я заговариваюсь. Скорее всего, я просто нервничаю. Хотя, что нервничать? Ну, вообще есть чего нервничать. Тут прям такие, я смотрю... Я так смотрю, будет потная баталия. Будет потная баталия, потому что на самом деле здесь не только маги, драконы, боги, отлично. Тут еще есть шаман пятерка. Не дай бог, шаман пятерка соберется в двойку, и если агоним будет, то все. Это караул Хаваси под богами, и драконами, магами. Там вечный сайленс будет по области, и я даже ничего не смогу сделать. Даже если у меня будут драконы-ведьмаки Свен, то единственное, что мне может спасти, это БКБ. Но шанс выпадения БКБ вы сами знаете какой. Из 10 шмоток попробую его еще и найти. Да блин, неплохо мне идет так нежить. Пока что мне все нравится. Интересно, какой артефакт мне упадет на 10-м раунде? Мне бы хотелось на самом деле, чтобы попало гнездо Маморы, но только мне нужна Муэрта. Я бы тройку Муэрту сделал раннюю. Сделать тройку Муэрту раннюю, это прям то, что доктор прописал. Я, кстати, хочу сейчас понаблюдать за вот этими новыми людьми. Вы в конце раунда получаете 2 опыта, вне зависимости от того, выиграл ты или нет. Вот давайте сейчас посмотрим. Так ли это? Если это так, то в принципе реально можно было бы знать, как делать. Играть на лустрике, поставить людей и получать опыт. Ну-ка. Так ли это или нет? Либо он сейчас получит 3 опыта, либо же он 1 опыт получит. Одно из двух. Так, он проиграл раунд. Прикиньте. Прикиньте, реально 3 опыта получаешь. Обалдеть. У-у-у. Блин. Кто там винстрик его стырил? Это мой винстрик был. Нельзя так делать. Вот нельзя так делать, серьезно. Тырят винстрик, обалдеть. Средь белого дня. Разве так можно? Нельзя так делать. Итак, ну что, ребят, ставим ставки. Пишем в комментариях, кто первый юзнет гнездо Маморы и что конкретно будет. Я 100% ставить буду ставку на антимага и Манки Кинга. Это 100%. Там, кстати, еще и Гриттер нарисовался, поэтому 100% здесь будет либо же Манки Кинг, либо же антимаг. Одно из двух. Либо же и вдвоем они там будут. И Манки Кинг, и, соответственно, антимаг. Так, ну интересно, что мне сейчас за выпадет реликвия. Давай, какая реликвия? Ух ты, некор. Ух ты! Все, я 6 нежити могу поставить. Блин! Это, конечно, круто, то, что мне упало гнездо Маморы, но мне некого засовывать в гнездо Маморы. Объективно, мне некого засовывать в гнездо Маморы. У меня нету Муэрты. Единственное, кого могу я засунуть, это Некра. Но смысл мне от Некра в тройку? Он 300 урона дает, 300 урона хилит. 300 урона наносит и хилит. Ну, такое себе, не знаю. Да, там раз в 6 секунд бы он это хилил, но я не особо хочу именно Некра пытаться киллить. Это, как по мне, дикая ошибка будет.
Если играть, естественно, через нежить. Не знаю, если была бы банши, то я бы баншу еще закинул бы в Мамору. Но я, наверное, пока что подожду. Мало ли, Надежда умирает последней, мне придет все-таки это Муэрта. Ну, мало ли. Там, кстати, чел свиноферму себе взял. Пул стол свиней. Вот это да. А что там по Муэрте? Будет Муэрта сегодня? Очень хочется Муэрту. Вот прям хочется. Вот дайте попробовать Муэрту, пожалуйста. На зубок. Хочу попробовать Муэрту. Никогда уже ни в жизни не видел Муэрту. Дайте Муэрту. Дайте Муэрту, говорю. Так, ну судя по тому, что орк-жрец на столе, ему Мамора не упала. Угу. 6 зверей? А, вот как. Получается, у меня одного гнездо Маморы выпало. И там чел еще вылетевший есть. Но там из-за того, что чел вылетевший, там ничего не покажет. Даже смысла смотреть нету. Его стол. Знаете, мне захотелось реально записать нежить. Вот чистую нежить. Ну, посмотрим, как эта катка будет. Если получится, то запишу, соответственно, нежить. Если не получится, ну... Такое себе будет. Может, я ошибаюсь все-таки по поводу некра? Может, некр это все-таки топчик будет? Раз сколько-то там секунд будет хилить? Ну, как по мне, это ошибка именно закерить некра. За 14 раундов может мне прийти Муэрта? Пожалуйста. Так, 3 свинофермы, отлично. Антимаг. Ну, благо реликвии Мамора у него нету, зато есть антимаг. В одном точно плюс. Вот знаете, как назло. Я сейчас закину туда Траксу в Мамору. Давайте так. Если сейчас на этом раунде ко мне не придет Муэрта, я закидываю Траксу в Мамору. Я трачу свое время, а у меня уже могла бы Тракса быть в 2 звезды из-за этой Маморы. А потом бы к 20 раунду, дай бог, бы была в 3 звезды. Короче, ясно. Короче, ясно. Вот знаете, сейчас как назло, я закидываю Траксу в Мамору. Она апается в 3 звезды, но как только я закину Траксу в Мамору, ко мне придет Муэрта. 100% гарантию даю. Ну-ка напишите в комментах, кто так же считает. Вот не знаю, ну вот хочется как бы закинуть Траксу. Вот хочется прям, понимаете, ну хочется. А, гритеры. Угу. Угу. Удивлен? Ни грамма. Ладно. Я реально трачу свое время. Поэтому я просто возьму и Траксу закину туда. Здорово, спасибо за видео на ютубе. Ридл, привет-привет. Так, все отлично. Ответил ему. Чтобы ему обидно не было. Обожаю, когда попадаю с подписчиками. Это прям столько эмоций приносит. Особенно, когда катка становится потной, и мы остаемся 1 на 1 с ним. Это прям топ. Хотя есть свои минусы. Все знают, как я играю, и, соответственно, меня начинают контрить. Вот я охотников записал, не знаю, через бухту-барахты. Или бухту-барахту. Наверное, бухту-барахту, правильно. Короче, не знаю, что это вообще такое за поговорка такая есть. Бухта-барахта. С бухты-барахты есть такая поговорка. Только что она означает, я уже не помню. С бухты. А, это, наверное, черти откуда. Или через какие-то там дебри. Короче, не знаю. Если что, напишите в комментариях. Что это за поговорка и что она означает? Вот это вот с бухты-барахты. Черти откуда, по-моему. Естественно, конечно. Ну... Вот клянусь, если бы я сейчас не закинул бы Траксу в Мамору, мне бы эта Муэрта не пришла до 20 плюс раунда. Я, ну, в принципе, неплохой предмет.
Не лучше, конечно, но в принципе неплохой. Пока что закерю я Муэрту, так как я считаю, что она будет намного сильнее, чем Тракса. Ну, что-то, по крайней мере, мне так кажется. По крайней мере, у него скорость атаки повыше будет. И, соответственно, когда будет использовать свои способности, она будет... А Тракса будет сегодня подниматься 0 из 9? Алло. Пора, как бы, пора. Уже время. Тики-таки, тики-тук. Время подниматься. 0 из 9, прикиньте, это я закинул ее на 14 раунде, и мне даже 2 раза не апнул. У-у-у, сюда винстрик. Там, кстати, Ридл... А это значит, что 6... О май гад. А знаете, что сейчас будет? Хватит ли мне денег? Хватит, отлично. Шикарно. Все, ставим 9 нежити и погнали на темпе. Вот это мы сейчас будем на темпе их гасить. Единственный минус, знаете в чем? Потому что у меня 17 раунд, у меня всего лишь одна двойка. И Тракса через Мумору даже не планирует подниматься, судя по всему. Сейчас, короче, будем дальше выходить в 50 монет. И я надеюсь, что мне пару двоек придет. Потому что если пару двоек не придет, у меня будут огромные проблемы. Мой стол максимально слабый сейчас. Фу. Вот это котел задул. На 5400. Я на мгновение подумал, что сейчас откисну. Но благо хотя бы этого не произошло. Чел на Ридле стоил винстрик. Точнее, проиграл винстрик. Не дождался Ридл меня. Мог бы, как мы подписчики, мне отдать винстрик. Мог бы. Но, по всей видимости, не захотел. Но, в принципе, я и так огромный. Вот реально мне не хватает сейчас улучшения. Если у меня сейчас не будет какого-либо улучшения до 20-го, до 25-го раунда, я потеряю свой винстрик. Мне нужна хотя бы Муэрта в двойку, как мой мейн керри. Мне нужен Жрец хотя бы в двойку. То есть вот эти вот два мейна персонажа, которые мне нужны в двойку. Это Жрец, Нежить и Муэрта. Это мои основные фигуры. Которые... Ой, Абадон еще не смог закастить свою способность. Ну ничего страшного. Так, сколько ты минус получишь? Минус 19. Как-то мало. Как-то мало. О, Банша. Это хорошо. Вот реально, насколько гнездо Маморы ломает игру. Просто если тебе ранний Манки Кинг пришел, ранний антимаг пришел, и гнездо Маморы, все. Ты кайфуешь от игры. Ой-ой-ой, инсектоиды там... Чего? Серьезно? Каким образом? Прикиньте, чел сидит при деньгах на 8 уровне, находит себе Зевса и кайфует от жизни. Серьезно? Обалдеть. Это у него еще не хватает одного дракона, прикиньте. Сейчас он поставит одного дракона, у него будет 6 магов, 5 драконов и еще и Зевс сверху. А у меня всего лишь Тракса в двойку появилась наконец-то. 3 из 9. Угу. 2 инсектоида собираются, но это против меня. Они увидели, что у меня нежить на темпе сейчас, поэтому они против меня собрали инсектоидов, по-любому. Так бы никто не собирал инсектоидов, я думаю. Хотя, черт его знает. Может, и собирали бы. Но пока что инсектоиды маленькие. В принципе, я не думаю, какие-то у меня будут проблемы. Пожалуйста, усиление. Уже пора. 3 из 9 Мамора за 6 раундов. Круто. Что-то в последнем времени мне на Мамору вообще не везет. Моим противникам ранее Мамора, когда приходит, они на 19 раунде имеют трехзвездочные фигуры. Мне что-то как-то в последнем времени не везет. Не знаю, с чем это связано. А напишите в комментах, кому еще так жестко не везет с Маморой. Вот привожу пример. Смотрите, вам на 10 раунде приходит Мамора, у вас есть фиолетовая фигура, вы ее закидываете туда. И к раунду 30 только она у вас апается в 3 звезды. Когда у вашего противника она апается на 19 на 20. Я что спрашиваю? Потому что не первый раз я замечаю, что мне очень тяжело апать фигуры. Очень тяжело. Только скажи... Фу. На мгновение я подумал, что я сейчас откисну от мобов. Вот прям, знаете, такое на тоненького было. Ну, кстати, даже если... Не, ну я не хочу вообще свой винстрик кому-либо отдавать.
Слишком огромный он. Но из-за того, что у меня нет никакого усиления, скорее всего, я свой винстрик проиграю. И я возьму сумку Пандамена. С сумкой Пандамена я могу сэкономить себе деньги на улучшение своих фигур. Естественно, пока не придут улучшения своих фигур. На самом деле это довольно-таки смешно звучит, потому что улучшения моих фигур как бы нет. 6 людей, 5 магов. Я надеюсь, никому Гнездо Мамора не упадет. Я не хочу видеть Манки Кинга в 3 звезды. Было бы жестко, если бы вот этому челу, который нашел Зевса, он бы себе нашел еще и Гнездо Мамора. Он бы просто Зевса закинул бы. А, ну у него денег нету, в принципе. Ну да, вот единственный плюс, то что у него... Ой, денег, у него нету хпшки. Это единственный плюс. А подожди, у меня никакой защиты против магии нету. Если он сейчас драконов поставит, то все. Вот единственный плюс это то, что у меня сейчас нету... Точнее, у него нету драконов. Как только эти драконы у него появятся проблемы. Вот такие проблемы, что ну его в баню. Давай, сдохни, сдохни, Мак, вылети, вылети, вылети. Да. Короче, тут 2 инсектоида, мне по-любому нужно будет перестраиваться. Хочу я того или не хочу, мне здесь по-любому нужно будет перестраиваться. Если я хочу хоть занять топ-3, то мне по-любому нужно перестроиться. Это по-любому. Гадалки не ходи, мне нужно будет по-любому перестроиться. 2 вертолета пришло, но не пришла спектра. Короче, нужные легендарки мне сегодня не упадут, да? Там Манки Кинг уже 2 звезды. Плохо. Это воин? Отцепись, антимаг! Да, это воин был. Просто 6 воинов. Ну, спасибо улучшению. В самом деле, если бы у меня было адекватное улучшение, я бы не проиграл бы. Но из-за того, что нет адекватного улучшения, то болт мне на 28, а не улучшение. Тяжело апгрейд идет, тяжело. Ладно, пока что я попробую апать фигуры. Ну, улучшение, которое мы заслужили. Чисто посмотрите мой стол. 23 раунд, у меня всего лишь Абадон в двойку и Винга в двойку. Я считаю, это успех. Это успех по жизни. Боже, это рофл. Это реальный рофл. У моих противников там куча двухзвездочных фигур, у меня. Вот то, о чем я говорил. Минус 27 в табло. И улучшение. О, ну да, время улучшаться. Время улучшаться. О, Джакиро. Наныл. Наныл. Давай, Тракса, пора. Давай, чтоб я тебе на 25-м раунде видел в тройку. На 25-м, хотя бы на 25-м. Молю. С 14 раунда я тебя прижал к своей груди. И ращу тебя. Нет, там инсектоид огромный. Не дай бог придет сейчас ко мне инсектоид. Я надеюсь, у меня есть пару раундов в запасе. Там инсектоид нереально огромный. Во-первых, у него куча бабла. Во-вторых, у него довольно-таки сильный стол. Он создаст мне по-любому какие-то проблемы. Так, это Гриттер. Ну, Гриттера пока что я не особо боюсь. Хотя на самом деле ничего, он там себе палкой махает. Гляньте. А, я понял. Угу. А, вот почему он махает так палку. У него 4 палки плюс молнии. О, винстрик. Плюс бабки. На самом деле это плохо. Как вы могли заметить, из-за того, что я спамлю кучу зомбаков, для Манки Кинга, который не имеет сейчас контроля, это вообще плевать.
Давай, 25 раунд. Рождайся. Рождайся уже наконец-то в 3 звезды. 2 пары инсектоидов. Не, мне по-любому надо перестраиваться. Не перестроюсь, я проиграю 200%. Но мне нужен 10-й. Я буду брать 10-й уровень, буду ролиться. Наконец-то мое биологическое супероружие вылезло. Тракса в 3 звезды. Отлично. То, что доктор прописал. На самом деле, если сравнивать Траксу и Муэрту, я думаю, Муэрта будет пожестче. Пожестче, потому что у нее способность как активная, так и пассивная. Поэтому я считаю, Муэрта будет все-таки пожестче, чем Тракса. Но тоже, в мету, когда куча антимагов и тому подобное, я думаю, что все-таки Тракса имеет право жить. Причем у нее увеличенная тычка, увеличенная скорость атаки на целых 75%. Это прям, ну, нормально. Спектра. А это хорошечно. А вместо кого ее поставить? А вместо кого ее поставить вот? А реально вместо кого поставить мне его? Я думаю, пока что это будет слабовато. Так, ну эти предметы мне не нужны. Мага нет. И у меня упал шар бездны. Надо ролиться. Маска, это неплохо. Маска 5-го тира это то, что доктор прописал. Но это реально неплохо. Блин, как же поступить дальше? Мне нужны драконы. Но я опасаюсь того, что сейчас ко мне придет один из инсектоидов, и у меня будет огромная проблема. Ну вот, кстати, он пришел сейчас ко мне. Стреляй, стреляй по нему. Фух. Фух, вот это мне повезло сейчас. Один инсектоид вылетел, но там второй инсектоид намного жестче, чем этот. А, не, подожди. Не, подожди, этот жесткий. Тё, а чё его так легко вынес? А реально, а чё его так жестко, так легко вынес? Интересно. Ему, скорее всего, не повезло то, что ему там наспавнилось. Если бы ему наспавнился там Манки Кинг, как... Ни... Ладно. Вдох, выдох. Не нервничаем, не нервничаем. Главное не нервничать. Главное не нервничать. Сейчас эта тварь на Манки Кинге со своей скоростью атаки под гритерами будет мне просто взрывать жопу. Со своим антимагом еще, который ману высасывает. Вот смотрите. О, Да ну умри! Фух. Помните, пару раундов назад я говорил о том, что это проблема, то, что я спамню зомбарей. Посмотрите, он просто... Да отпусти! Просто не дал вздохнуть даже. А была бы Муэрта, скорее всего бы я его вынес. Ну, не факт, конечно, но скорее всего вынес, потому что это же заточение. А из этого заточения я мог бы выйти. О, шаманчик в 2 звезды на 9 уровне. Конечно. Безотказное средство. Не знаю, пока что поставлю спектру. Может, это будет намного эффективнее. Хотя кто знает. Ну, сейчас проверим, насколько будет спектра эффективнее. Мне на самом деле со спектрой связаны плохие эмоции, плохие воспоминания. Я до сих пор вспоминаю тот момент, когда я ее собрал в 3 звезды, и ее иллюзии пропадали. А ну-ка проверим сейчас. Не, ну сейчас не пропали, кстати. Спектра в 2... Ой-ой-ой. Не-не-не. Не-н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 е, молодой, не.
Нельзя. Фу. Мне надо полностью сролиться. Все, мне надо перестраиваться. Я не могу вытащить уже этого инсектоида. Так, драконы есть фуловые? Отлично. Так, тролль гуля лесом. Дракон этот хорошо. Ух, Свен. Еще одного Свена. Два Свена. Не знаю, как-то так сейчас сделаю расстановку. Фух, это хотя бы гритер. Хотя, если мне сейчас не повезет, то меня этот гритер вынесет. Не, нормально. Ну сдохни ты, Манкикин, сдохни, говорю. Своими молниями и палкой своей вечной. Так, отлично. Этого я пока что вынес. Надо перестраиваться, жестко надо перестраиваться. Вот у меня еще есть раунд. Свен, отлично, все. Вот это вот то, что доктор прописал. Вот это вот реально то, что доктор прописал. Перестраиваемся. Ты-ты-ты-ты. И все шмотки в Свена. Отлично. Так. Мне не хватает одного ведьмака, но мне нужны волшебники. Так, одного волшебника возьму раз. Так, отлично, апгрейд есть. Это продаем. Джекира, отлично. Грим. Я, кстати, там где-то Леона скипнул. Ну ничего, пока так пойдет. Пока пойдет так. Мне нужно будет одного дракона поменять. Бэм. Бэм. Мое сверхсекретное супероружие растет. Антимаг в 2 звезды. Отлично. Боже, я наныл то, что хотел. Давай еще спектру в двойку. Давай еще спектру в двойку. Вот для полного счастья мне не хватает спектры в двойку. Кого мне про... А, подожди. А что мне Тракса делать? А ну-ка гуляй. Жалко, конечно, было продавать спектру... Ой, спектру Траксу. У меня опять нежить, и мне нужно заменить нежить. И, кстати, надо вот некоторые предметы поменять. Не-не-не. Мне нужно БКБ. Если не найду БКБ, будет очень плохо. Это плохо. Что может быть лучше, чем броня экзорцизма? Да все может быть лучше, чем броня экзорцизма. Тупая броня выпала. Ё, я забыл за вообще реликвию эту. Мастерская бума, это ж имба. Мне надо одного дракона поменять будет. Бэм. Отлично. 17 тысяч бэм. Не, ну со скоростью атаки у меня, конечно, вообще слезы. Нет. Нет. Живи. Это было на тоненького. Это было дико на тоненького. Мне БКБ срочно надо. Да мне на самом деле много предметов надо, но прям БКБ это то, что критически мне важно. Ну, получается, винга мне не нужна. Пусть остается Террорблейд. И мне нужен Вайпер. Мне нужен Вайпер, чтобы я сломал себе синергию нежити. Ладно, изменим пока что мастерскую бума. Прикиньте, я об этом не знал. Вот честное слово, я об этом не знал. Только что мне драконы дали фуловую ману Свену, но сразу прилетела тычка антимага, и у меня не смог он перевоплотиться. Обалдеть.
Обалдеть. Что за вакханалия творится? Яичко, это хорошо. Только куда мне это яичко... А, ну спектра есть, точно. Да елки ты шмоталки, давай приходи мне спектра уже. Спектра в двойку мне реально поможет. Надо, кстати, поменять немного местами, потому что у меня спектра не успевает... Ой, не, спектра, Свен не перевоплощается сразу. Какой не перевоплощается? Боже, извините, я просто пытаюсь сконцентрироваться на каточке. Немножко мысли туда-сюда улетают. Я думаю, это вы прекрасно понимаете. Тут такой движ-париж творится, что прям диву даешься. Самый жесткий для меня это вот этот вот инсектоид. Благо у меня есть Свен. У Свена есть АОЕ тычка. Если бы не было этой АОЕ тычки, я бы вряд ли смог затащить адекватно. Бэм. Классная, кстати, броня экзорцизма. Очень полезная. Какой мисс? Вылети. Вылети, молю. Замечательно. Что может быть лучше, чем это? Да все. Спектра. Спектра. Понял. А может сейчас? А может сейчас? Ага, понял. Хренушки мне. Ой, короче, броню экзорцизма мы сейчас берем, скипаем. Давай, БКБ, БКБ, либо... О, можно и уклонение, почему нет? Во-первых, это скорость атаки. Во-вторых, это уклонение, что не менее важно. Я сейчас, кстати, поменяю немного местами сейчас расстановку. Так вот, Свенчика сейчас по крысу так возьму. Махну, ну как по крысу его. Просто так вот махну его. Чисто рокировочка. Чпуньк. Ой, а что такое? Мы закончились. Бывает. Это было красиво. Это было красиво. Это реально было очень красиво. Неожиданный результат. Больше всего я опасался в действительности это инсектоида. И еще я больше всего опасался это то, что этому Гриттеру придет Гнездо Маморы, и он соберет себе Манки Кинга в тройку. Не дай бог, конечно. Боже, я уже встречал Манки Кинга в тройку, я уже антимага встречал, и все это под Гриттерами. Это просто почти невозможно законтрить. Единственное, как вариант законтрить, это вот как он собрал инсектоидов, и там куча никсов появится. Потому что появится куча никсов, этот Манки Кинг бы сам себя ваншотал станом. Но тоже он так защищает столы, вы, в принципе, это видели как бы, и без меня. Как по мне, крутой билд получился. Неожиданный такой результат. Я вообще планировал на нежити до конца играть, но, по всей видимости, не судьба. Но все равно это было круто. Обидно, конечно, произошло вот с Маморой прикол. Я надеялся, что выпадет Муэрта, а Муэрта выпала только на каком? На 16-м раунде, по-моему. Короче, вы сами прекрасно видели все и без меня. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я также хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я запишу чистую нежить. Наверное, с Керри Муэртой, либо же с Керри Траксой. Короче, я придумаю, как ее записать, а от вас 50 лайков. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться на мой YouTube канал и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!